Привет! Ты на канале Супер Арбалет. И сегодня мы поговорим про уже практически культовый нож от Cold Steel, легендарный Recon One Tanto. Почему немного поговорим? Да потому что ножу уже больше 10 лет, и кому это нужно, уже все про него знают. Поэтому это видео скорее как некая дань легендарному ножу от легендарной компании. И коли мы уже практически про все ножи от Cold Steel рассказали, то обойти вниманием Recon Tanto было бы просто преступление. Для начала немного истории. Перво-наперво у Cold Steel появился вот такой вот замечательный нож, тоже всем известный, классический Recon Tanto. Тактический фиксированный нож. Популярен он настолько, что на данный момент он находится даже на вооружении некоторых армий мира. Модель действительно очень удачная, начиная от подбора материалов для ее изготовления, заканчивая эргономикой и удобством при использовании. И все в этом ноже хорошо, кроме очевидного факта – он фиксированный. А поскольку нож людям полюбился, и я считаю, что заслуженно, то появление его складной версии, на мой взгляд, это всего лишь было делом времени. Ну и, собственно, вот это время прошло, и у нас появился Recon One Tanto, уже складная вариация Recon Tanto. Что же он из себя представляет, давайте посмотрим поближе. Ну и поскольку начали сравнивать мы этот нож с Recon Tanto, старшим братом, то очевидно будет сравнить, что же у них общего. А из общего у них самое для ножа главное – это клинок и его форма. И там использована форма американского танто с вогнутыми спусками, с усилением для кончика ножа. И там оно явно видно и говорит нам о том, что перед нами все-таки тактический нож, а не EDC, которым он так хочет быть за счет того, что он может сложиться. На этом закончим сравнивать складной нож с фиксированным и продолжим разговор про Recon One Tanto. За время производства этого ножа он выпускался в нескольких вариациях. Я знаю, была модель с клинком из AUS-8. Наша же вариация выполнена из порошковой стали S35WM, что, на мой взгляд, для тактического ножа отличный выбор. Сталь очень твердая, в то же время обладает отличной вязкостью, то есть в случае даже каких-то тяжелых и экстремальных для него работ клинок скорее не сломается, а замнется. И в дальнейшем вы его сможете нормально поправить. На клинок нанесено черное защитное покрытие. Это не первый раз уже встречается на ножах от Cold Steel. Также традиционно для ножей Cold Steel это покрытие очень быстро слезает. Многие даже сразу после покупки ножа его удаляют чем-то и дальше пользуются, даже не вспоминая о том, что оно когда-то было. В качестве замка здесь использован Triad-Lock, что тоже неудивительно для Cold Steel. И опять же, для тактического ножа этот замок более чем естественный выбор, потому что Triad-Lock практически невозможно сломать и придумать такой сценарий использования ножа, когда он у вас не выдержит и все-таки схлопнется. Это действительно очень надежный и качественный замок. Клипса несимметричная, и поэтому в комплекте с ножом будет сразу клипса на левую сторону, которую вы сможете без проблем поменять. В задней части ножа, естественно, есть дырка под фенечки из паракорда, то есть под темляк, который суровый выживальщик целый день сурово плел в своем офисе. Много сухих характеристик. Нож довольно габаритный, в разложенном состоянии он длиной практически 24 см, 23,8 при длине клинка в 10,2. 10.16, если вы хотите, чтобы я был максимально точен. Толщина клинка 3,5 мм, то есть клинок такой действительно мощный. Но при этом всем нож, я бы не сказал, что очень много весит. Весит он всего лишь 150 грамм. За счет чего такой вес у нас достигнут, расскажем чуть попозже, когда этот нож разберем. Я отдельно на это акцентирую внимание. Рукоятка выполнена из материала G10. Это стеклотекстолит, который уже очень давно и очень широко распространен в ножевом деле. И для тактического ножа этот выбор, если не идеальный, то как минимум очень удачный. Что рукоятки не страшны ни перепады температур, ни царапины. В принципе, это очень крепкий, надежный материал. Для удобства открывания есть шпинек. Изначально из коробки он установлен на правую сторону, потому что большинство людей в мире правши. Но его также без проблем можно переместить на левую сторону. Всего лишь нужна шлицевая отверточка и 30 секунд вашего времени. В плане эргономики к ножу вообще никаких вопросов нет. Несмотря на то, что гарда тут, как видите, нету, но тем не менее, благодаря вырезам под пальцы, я не думаю, что этим ножом возможно как-то травмировать себя за счет того, что у вас рука соскользнет, потому что палец отлично упирается при любом хвате, и нож опять же оправдывает свое предназначение тактического ножа. И я не специально так часто в этом видео упоминаю слово «тактический», потому что если залезть в интернет с этим вопросом, то можно наткнуться на несколько довольно увлекательных баталий, в основном происходящих на форуме guns.ru, где этот нож все-таки хотят назвать EDC ножом и очень удивляются тому, что как EDC он неудобный. Потому что за счет
толстого обуха им не очень удобно резать колбаску. Это вот мой любимый, наверное, отзыв об этом ноже, опять же, с моего любимого форума guns.ru, потому что человек на полном серьезе жаловался, что довольно твердую полукопченую колбаску ножом нарезать трудно, ведь кусочки получаются не очень аккуратные. Ну, давайте запишем это в минус этого ножа. Еще один своеобразный отзыв был связан с тем, что человек был удивлен тому, что его пугаются, когда он достает этот нож в офисе, чтобы открыть пачку с чаем или что там еще сделать. Но я думаю, это проблема всех современных любителей ножей. Они считают, что их кто-то боится. Ну и чтобы в обзоре происходили хоть какие-то действия, давайте посмотрим, что у ножа внутри, для этого его разберем. Ну что же, нож перед нами, и тут, в принципе, все стандартно для ножа Cold Steel с триатлоком. Вот, кстати, можно на него посмотреть. 3 составляющие этого замка. И вот так вот коромысло приходит, собственно, в клинок и его фиксирует. И возвращаясь к теме веса, я обещал, что акцентирую внимание на внутренностях, и что, собственно, бросается в глаза. В ноже, несмотря на то, что он по всем статьям тактический, выносливый, и вообще хрен ты его когда убьешь, тем не менее, в конструкции нету металлических лайнеров, которые довольно часто, подобно к массивных ножах, используются. Если бы этому ножу не было уже там больше 10 лет, и отзывы по пользованию не были бы собраны в таком количестве, я бы, наверное, думал, что решение облегчить его таким образом несколько сомнительно. И если бы этот нож не пользовался популярностью уже на протяжении более 10 лет, то я бы счел эту идею сомнительной, идею вот облегчения веса ножа подобным образом, собирая какие-то элементы с конструкции. Но поскольку нож испытан, и отзывов о том, чтобы он сломался или чтобы этой прочности не хватило, нету ни одного, то можно с уверенностью сказать, что Cold Steel все-таки знают, что они делают, и все замечательно, компактно разместили на рукоятке из G10, и на прочности этого ножа это никак не повлияло. Так, конструкция на шайбах, второпластовая и медная, как мы видим, в принципе, идея имеет место быть, но, честно говоря, было бы приятнее, если бы нож был на подшипниках. Хотя я не могу сказать, что я заметил какой-то дискомфорт при открывании и закрывании этого ножа. Эти шайбы замечательно справляются, и нож вполне удобно открывать и закрывать одной рукой. Ну что же, на внутренности ножа мы с вами посмотрели. Ничего там сверхъестественного нет, но посмотреть все равно было интересно. Давайте делать выводы относительно ножа, покупаем или нет. На мой взгляд, нож отличный, если даже не идеальный в своей нише. Нише раскладных тактических ножей. И вот здесь надо делать прям 5 раз акцент на слове «тактический». Если вы будете рассматривать этот нож на повседнев, то не факт, что вы останетесь им на 100% довольны. Потому что форма клинка хоть и уже довольно распространенная, но все-таки не классическая, для каких-то бытовых задач может быть не очень удобная, как то порезать колбаску или, в принципе, салат приготовить. Не для этого этот нож. Но если мы ищем именно тактический нож, то здесь Recon One Tanto, я думаю, придет на помощь, и каких-либо аналогов я не вижу, честно говоря. Если знаете, напишите в комментарии, будем просвещаться. За счет формы клинка и ее исполнения, то есть я сейчас говорю про усиление для кончика ножа, а также вогнутые впуски, нож максимально эффективен при проникающем воздействии, колющем каком-то. Также рез у него точный и уверенный. В руке он лежит замечательно, несмотря на отсутствие гарды, пальцы с него вряд ли соскочат даже при каких-то действительно экстремальных задачах. И все какие-то минусы ножа, честно говоря, натыкаются на непонимание его предназначения. Также на том же преснопамятном форуме guns.ru кто-то очень жаловался, что у ножа довольно громкий щелчок при открывании издается, и когда бравый пользователь этого форума возвращается домой в темной подворотне, этим щелчком он боится распугать гопников. Но вы сами знаете этих пользователей форума guns.ru. Поэтому не будем записывать этот нюанс в минусы этого ножа. Просто надо это понимать. Идете в темном переулке, открывайте его еще при выходе из своего офиса, чтобы не щелкать. Давай прям так оставим. Так что, подводя итог, даже спустя эти уже практически десятилетия производства этого ножа, он по-прежнему остается отличным вариантом тактического складного ножа, и тем, кому этот нож действительно нужен, я готов всеми руками за него голосовать и его советовать.
Но опять же, это немножко уже история ножевого производства, нож именно Cold Steel Recon Tanta, поэтому в коллекцию этот нож тоже замечательно, я думаю, пойдет, ляжет на полочку и будет радовать глаз своего владельца. А на этом на сегодня все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока!